Привет. Я думаю, каждый мужчина, который меня сейчас смотрит, перед свиданием с девушкой ловил себя на таком ощущении, как о предстоящем собеседовании при приеме на работу, где суровый руководитель оценивает твой внешний вид и правильность твоих ответов. Ответишь неверно, демонстративно подсмотрит на тебя, как на некомпетентного сотрудника, и поставит в анкете крестик. Ну а если ответишь правильно, ласково улыбнется, погладит по головке и поставит галочку. Но вот это ощущение дискомфорта перед встречей никогда не покидало тебя на самом-то деле. И максимум, на что ты мог себя настроить, это на то, как, собственно, показаться более уверенным и поменьше испытывать стресс. Ты даже продумывал в голове предварительную методичку с правильными ответами на каверзные вопросы девушки. Спросит, люблю ли я путешествовать? Правильный ответ – да, люблю. Ведь надо показать, что я живу полноценной, разносторонней жизнью. Если спросит, щедрый ли я? Конечно, верный ответ – да. Ведь я не хочу показаться скупердяем. Занимаюсь ли я спортом? Спрашиваешь. Хожу 5 раз в неделю в спортзал. Вон, посмотри, какие бицепсы. Ну, а на вопрос, ревнивый ли я? Скажу, что нет. Ведь никто не любит ревнивцев, правильно? Вы заметили, что женщина задает вопросы, которые подразумевают только 2 варианта ответа. Верный и неверный. Других вариантов как бы не существует. Держите сейчас эту мысль в голове. Мужчина думает, что раз женщина устраивает это интервью, то для нее все эти параметры являются определяющим фактором. И на основе них она уже делает свой выбор. Ну а дальше что? А дальше она просто влюбляется. А значит, важно только одно – отвечать правильно на как можно больше вопросов. И именно тогда ты наберешь необходимое количество галочек и получишь возможную стажировку. Второе свидание. Самое забавное, что и сама девушка так думает. Но это так, это я забегаю наперед. И вот твои ответы отточены до блеска и выдаются на автомате. Но с каждым таким свиданием ты понимаешь, что положительных результатов-то нет, а твоя эффективность в целом равна нулю. А вместо уютного места на работе мечты тебя увольняют. Девушка просто не выходит на связь, не отвечает на СМС. Ну, а если повезет, можешь услышать такую фразу, что ты слишком идеальный для меня. Мне кажется, я тебя недостойна. Что происходит у тебя в этот момент в голове? Конечно же, диссонанс. Почему? Сейчас объясню. Есть одно поразительное открытие, к которому я пришел через опыт и которое доказало свою эффективность. Это единственно правильное экологичное решение. На самом деле, девушке не нужны твои ответы. Ни правильные, ни неправильные. Их попросту не существует. Ведь это крайности. И если задуматься, в них даже нет здравого смысла. Ведь он всегда где-то посередине. И ей не нужны твои параметры и положительные качества. Какой ты? Добрый, заботливый, щедрый, спортивный. Конечно, ее это интересует, но не в контексте определяющего фактора. То есть на ее выбор это никак не влияет. И уж точно не способно вызвать влечение к тебе, как мужчине. Она ищет мужчину, который способен через правильные слова повлиять на нее настроение, на ее картину мира в целом, который способен создать это ощущение, что именно он ведет эту беседу. Женщина хочет быть ведомой, в том числе и в диалоге на свидании. Сейчас объясню и разберем на примерах. Я думаю, у каждого в жизни были такие моменты, когда требовалось принять очень важное и ответственное решение. Но ты сомневался, а правильно ли я поступлю, и нуждался в неком совете со стороны, поддержке, либо в волшебном пинке.
который ты, скорее всего, искал среди своих друзей или близких. И да, ты получал этот совет по типу «ты справишься, я в тебя верю, действуй, и все получится». Казалось бы, ну да, это должно придать уверенности. Но вспомни сейчас вот это ощущение. Это ощущение какой-то формальности. Как будто на тебя, в принципе, пофиг. Но по-дружески надо как-то приободрить. Надо же что-то сказать. Но нет в этом участия полноценного, глубокого. А есть друг, который вник в твою проблему, взвесил все плюсы, разложил их тебе, предположил возможные негативные последствия и нужными фразами преподнес правильно тебе свое мнение. И вот именно слова такого человека ты и хотел на самом-то деле услышать. И именно мнение этого друга стало решающим. Почему? Да потому что в отличие от всех других, он реально повлиял на тебя. И ты даже подсознательно стал больше уважать этого человека, больше испытывать симпатию, да и в целом стал для тебя более близок. Также и женщина. На свидание она хочет встретить мужчину, который способен на нее повлиять. Внимание! Не марионетку болванчика, которым можно легко управлять или вывести из эмоционального равновесия одним только вопросом, у которого нет своего мнения, который не может парировать. Нет этого состязания, нет игры. Ей банально скучно. Таких мужчин 99%. Она хочет человека, который обладает этой ментальной зрелостью, который способен сам развернуть диалог в ту сторону, в которую ему нужно, и общаться так, как ему удобно. То есть, приходя на свидание с такой мыслью, а как бы правильно ответить на каверзные вопросы девушки, как бы ее уболтать, развеселить, скрасить эти неловкие паузы и набрать галочек, ты априори проиграл, так как именно женщина находится в позиции оценивающего, в позиции строгого работодателя, а ты снизу. Твои яички в тисках. Кроме стресса ты ничего здесь не сможешь испытать. А финал будет закономерен. Как нам выбраться из этой ситуации на практике? Разберем на конкретных примерах сейчас. Женщина задает вопрос. Разумеется, этот вопрос будет не выгоден тебе, а выгоден только ей, так как это своего рода тест, подсознательная проверка, прощупывание тебя на интеллектуальную зрелость. Тест заключается в том, что вопрос подразумевает только два варианта ответа. Верный, за который ты получишь галочку, и неверный. Возьмем пример с вопросом «А щедрый ты или нет?». Как переводится этот вопрос на обычный человеческий язык? А будешь ли ты оплачивать все мои хотелки в отношениях просто так? Оплатишь ли ты счет за кофе в конце свидания? Ведь если да, то мне нужны доказательства. И тут мужчины делятся в основном на две категории. Первое. Большинство наивных мужчин отвечают на вопрос прямо. Да, я щедрый. Да, я думаю, да. Он делает это, чтобы получить ее одобрение, получить галочку. А также действует, чтобы, собственно, женщина в этом убедилась. Доказывает ей. Оплачивает счет. И девушка, значит, гладит его по головке и говорит: ты настоящий мужчина. И да, в моменте ей это нравится. Действительно, она в это верит. Но после свидания ее подсознание шепчет ей, что здесь что-то не так, что ее обманывают. Ведь предыдущий опыт показал обратное, а в голове сценарий, что таким способом мужчина хочет ей понравиться, чтобы заслужить ее расположение и как можно скорее перевести в горизонтальное положение. Вторая категория мужчин, которые уже осознают, что в этом вопросе отсутствует здравый смысл, но не обладают достаточной ментальной зрелостью, чтобы правильно ответить на этот вопрос. Что он начинает делать? Он начинает юлить, оправдываться, изворачиваться,
А что за вопросы? А тебя только деньги интересуют? Начинает что-то объяснять, учить. Мол, ты неправильно мыслишь. В общем, льет негатив. Результат закономерен. Женщина испытывает дискомфорт, слив. Итак, как нам стоит эту ситуацию переиграть в нашу пользу? И этого реально хочет и ищет каждая женщина. Мы отвечаем на вопрос правильно. То есть она спрашивает, щедрый ты или нет. Слушай, Катерина, твой вопрос вполне оправдан. Но знаешь, я в жизни пришел к такому выводу, что все зависит индивидуально от конкретной женщины, от ее вложений в отношения и заботы обо мне лично. Я думаю, нам можно вернуться к этому разговору после сытного и вкусного завтрака, который ты мне приготовишь. Кстати, а ты хозяйственная? Хорошо готовишь? Важно, мы делаем это без какого-либо негатива, спокойно, дружелюбно, с улыбкой на лице. Что мы добились и показали таким ответом? Первое, что ее вопрос никак нас не выбил из колеи, из эмоционального равновесия, а значит, мы не боимся, мы сильны, в нас есть мужской стержень. Второе, ты не глупый болванчик, которого собеседуют и у которого есть только два варианта ответа, за рамки которых мы не можем выйти. Мы показали, что мы ментально зрелы, что у нас есть свое собственное видение, свое собственное мнение, где реально есть здравый смысл. Если ты думаешь, что она это не поймет, она поймет. И третий плюс в том, что мы, собственно, перехватили ролевую инициативу. И уже мы находимся в позиции оценивающего, в позиции работодателя и ставим галочки. И что получаем? Женщина от этого кайфует. Ведь именно этих эмоций она искала. Она искала мужчину, который сильнее, который способен показать свою власть, в том числе и в диалоге, который не играет по ее правилам, а устанавливает свои. Важно запомнить одну простую истину. Главное не о чем общаться, а как.